r/place. У тебя есть один пиксель раз в 5 минут. Также есть холст размером 1000 на 1000 пикселей, где любой юзер может ставить свои пиксели так же, как и ты. Концепт простой, но, как оказалось, очень интересный. Скорее всего, ты уже где-то это видел. И да, подобный ивент имел место быть во ВКонтакте. Целых 4 раза с 2017 по 2020 год. Но вполне возможно, ты даже и не знал, что ВКонтакте взяли идею с сабреддита r/place, который проходил всего 2 раза, в 2017 и в 2022 году. И в этом видео я расскажу тебе историю о том, каким же образом OSU комьюнити умудрилась удивить абсолютно всех больших стримеров и весь r/place. В 2017 году 1 апреля внезапно для всех появился новый сабреддит r/place, который являлся социальным экспериментом. Поначалу все юзеры просто случайно тыкали свои пиксели, но очень быстро поняли, что объединяясь в группы, они вместе могут создавать пиксель-арты. Много сообществ, маленькие и большие, начали свою борьбу за выживание на небольшой территории. И OSU не было исключением. Но, построив маленький логотип, кругокликеры поняли, что способны на большее, и построили второй, побольше, внизу холста. Из-за этого большое количество людей из других сообществ посчитали его слишком большим для такого маленького комьюнити, и начали спамить черными пикселями, большое количество которых называют void – пустота. Но опустынивание не было чем-то особенным, это случалось почти с каждым сообществом на всем холсте. Большие сообщества из-за своего превосходства в пикселях могли позволить себе опустошение нескольких маленьких сообществ и строиться прямо на их месте. Или же просто уничтожить, потому что им так захотелось. За время ивента такое случалось много раз. Например, стример Лиги Легенд Тайлер One сказал своей многотысячной аудитории спамить черные пиксели на OSU логотипе. Из-за этого OSU почти полностью стиралась несколько раз, но потом снова отстраивалась обратно. И даже при всем этом, под конец ивента, логотип OSU все еще отчетливо виден на холсте. Первый r/place закончился тем, что абсолютная часть сообществ все еще считала, что логотип такого размера слишком большой для такого маленького количества людей. Второй r/place открыл свои двери спустя ровно 5 лет, и информация о его начале была известна заранее, поэтому OSU комьюнити было уже готово. Сабреддит, посвященный OSU логотипу, Discord сервер, где будут координироваться все атаки и защиты, и расширения для браузера, где были нарисованы правильные места для пикселей, были созданы уже за неделю до начала. Также заранее был выбран пиксель-арт логотипа и даже его месторасположение. И да, ты уже знаешь, где оно было расположено. Цифры, которые из-за их перефоршенности в нашем комьюнити нельзя называть. С первых минут сотни людей начали свою работу, чтобы занять это место как можно быстрее. Помня ситуацию 5-летней давности, другие сообщества при появлении первых розовых пикселей сразу же начали закрашивать логотип другими цветами. Но вместе с помощью от самого большого OSU стримера BTMC, который также помогал и направлял своих зрителей на помощь, OSU логотип был готов через 20 минут после начала. Сразу же начали создаваться мемы и предложения по тому, как и чем можно заменить OSU, но эти идеи хоть и получили большое количество апвоутов, но так и не были реализованы. Спустя несколько часов после создания логотипа, один из самых больших стримеров на Твиче, Мискиф, дал команду заменить OSU пустотой. Но в этот раз OSU комьюнити было гораздо больше. Chat, save your pixels! Save your pixels right now! Stop! In about 15 seconds, if you have a pixel to place, we're going to be placing it. We're going to focus, if you have the overlay, on the exclamation mark. One more time on the exclamation mark. Find a black pixel on the exclamation mark, and if you have a pixel, place it white. 3, 2, 1, now! Place it! Revive the exclamation point! Oh my god, it's coming back! It's coming back! Yes! Shit, yes! Keep going! Keep All going! right, next yes! round, if you have Yes! a pixel now, hold it. If you have a pixel now, hold it. That's We're gonna it? turn his eyes pink. Ready to Oh my turn his eyes god! pink? Oh my god! 3, 2, 1, go for it. Turn the eyes pink. Oh my god! Yes, and the crown. Fuck it, turn everything. Turn it all Let's pink. go! Turn it all pink. После многочисленных атак Мискиф и OSU заключили договор, по которому они перестанут атаковать друг друга. К концу первого дня главное лицо OSU комьюнити, BTMC, уже заключил много договоров с разными более маленькими сообществами. Но OSU все еще оставалась очень желанной целью. Но с началом нового дня произошло кое-что неожиданное. Холст увеличился в 2 раза в правую сторону. Также было добавлено много новых цветов. Это открыло новые перспективы. Добавить новые цвета и режимы в оригинальный логотип и построить Пеппи на координатах 1.727.727. Кто бы мог подумать. Все шло отлично ровно до момента, как буквально самый большой стример Твича, XQC,
начал свои атаки на Осу комьюнити. Его целью было только разрушение, и любое комьюнити, которое попадало под его курсор, исчезало с холста. С ним связался BTMC, и начались переговоры. Но несмотря на это, XQC, сидя в разговоре с другими большими стримерами, начал свои атаки фиолетовым цветом. При этом, пока Осу комьюнити пытался отстроить свой главный логотип, буквально за пару минут XQC полностью заменил Пеппи своим логотипом. Осу комьюнити ответила клоунским носом на обезьянки XQC, и когда он отвлекся атаками на другие сообщества, наши все-таки смогли отстроить Пеппи. Так и закончился второй день. На третий день произошло то, чего буквально не ожидал никто. Холст увеличился еще в 2 раза. И теперь, имея размеры 4000 на 4000 пикселей, у других сообществ появилось больше места, благодаря чему все больше и больше сообществ старались отстроить что-то свое, вместо разрушения чего-то чужого. На нижней части Осу удалось отстроить еще 2 пиксель-арта, один из которых... Мне даже не нужно говорить, о чем он был. Гораздо интереснее был маленький кружок, который был построен в коллаборации с комьюнити Звездных войн, прямо на их арте. Также сообщество r/start, целью которого было построить панель управления из Windows, согласились дать Осу комьюнити их личную вкладку. К третьему дню огромное количество сообществ уже состояли в договорах, поэтому атаки достаточно легко отражались, и на Осу больше особо никто не посягал. На 4-й день создателям ивента пришлось изменить время окончания, так как большая часть стримеров хотела начать хаос в последние минуты. Теперь точная дата окончания не была известна, все лишь знали, что сегодня ивенту точно придет конец. Но при этом поступила информация, что ивент окончится так же, как он и был начат. Весь холст превратится в белый лист. Из-за этого огромное комьюнити французских стримеров начало свои серьезные атаки белым цветом. Их попытки не увенчались успехом, но из-за быстрого возвращения логотипа большое количество людей начало обвинять Осу в использовании ботов. Достаточно обидно было видеть, как все вокруг обвиняют сравнительно небольшое комьюнити в ботинге, учитывая то, что Осу комьюнити просто очень организованно подходило к своей защите. Сотни людей сидели в Дискорде и быстро реагировали на всякие изменения, как и тысячи людей, заходившие на стрим BTMC, который, кстати, продолжался едва ли не все 24 часа каждого дня. Все благодаря сплоченности Осу сообщества, и каждый из тех, кто давал какие-то команды, просил людей не использовать ботов, а пытаться делать все своими силами. Было очень приятно наблюдать, как на короткий период времени большая часть людей, кликающих на кружочки, сплотилась над одной целью. Так и закончился r/plays 2022 года, оставивший очень много позитивных эмоций для всего Осу комьюнити. Если ты досмотрел до этого момента, спасибо огромное за просмотр. Если тебе понравилось это видео, можешь нажать лайк, подписаться и, если хочешь, можешь написать комментарий. Хронология для этого ролика была взята у Polars, поэтому если ты знаешь английский, обязательно подпишись и на него, ведь почти вся работа по сбору информации лежит на его плечах. Увидимся в следующем видео.